Всем привет, дорогие мои друзья, зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и со мной сегодня Виталий. Виталия вы косвенно знаете, видели видео последнее из лачуги, которую он строил, а я ему помогал. Вот. А сегодня мы решили тоже построить небольшую лачугу из бревен. Избушка. В этот раз из бревен избушка. Садитесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра. Погнали! Ну, за 3 часа с Виталием, с его братом Алексеем нашинковали сколько? Штук 50, наверное, да? Ну, наверное, штук... 5,3, да. Ну, даже под 60. Короче, это место чем нравится? Наличием вот таких вот елочек молодых, елей, точнее сосенки, не ели. Там прекраснейший овраг чуть ниже есть, с обалденнейшим видом. Ну и вообще тут валежника, сами видите, просто огромное количество, там, ну, запасы неисчерпаемые. И мох. Да. Моха здесь изрядное количество. И, кстати, да, и мох здесь. Необходимый покровный материал. Вот. Не металл черепица, конечно, но... Бензопила там спрятана, ну, мы уже ее принесли, не переживайте, все здесь есть, все без обмана, все по-честному. Даже шуруповерт сегодня засветим в кадре. Не будем строить из себя каких-то там бушкрафтеров настоящих, крутить все отверткой и ручной пилой. Сегодня все по-настоящему true content. Вкапываем 4 столба. Я так думаю, возможно, мы их будем обтесывать, либо бензопилой подработаем, подровняем, чтобы между ними уже прибивать бревнышко одно на другое. И, соответственно, прокладывать будем, утеплять все это дело джутом. Серьезная строительная компания, и у нас два атрибута. Это старый наш друг, а это новый. Уговорил я Алексея все-таки воспользоваться этим устройством, хоть он и врет, но нам погрешности этого вранья за глаза, так как раньше делали все на глаз. И сразу там неудобно доставать. Здесь кровать, тут печка, тут стол. Печка, тут окошко, на овражек туда. Вообще красота. Ноги сюда, ноги сюда. Да. Все ногами спят от двери. Отлично. Good. Very good. Отлично. Сильный, красивый. Давай, давай. Джунгли тебя зовут, помнишь передачу? Мы только мысленно матом можем выругаться, так, знаешь, в мыслях, но... Да, вот так вот хмурим брови. Ну, а я сейчас, соответственно, буду сразу подравнивать бревна и уже укладывать паклю, не паклю, а джут, прибивать его степлером. Там держи.
Это уже не залазит. Я представляю, как эти ребята в Древней Руси топорами делали вот это вот хозяйство, вот эти выемки, и они, вот эти срубы, которые вот Там чаша, профессионалы чаша делают, она называется, чаша вот это, да. это просто такой труд. Но они, наверное, руку, когда набивают, они уже быстро это делают. Ну, мне кажется, все равно они один венец клали там, блин, ну, часов 4-5. Но опять же, там не один был рубщик, там сразу их человек 5-6. Так в целом идет очень красиво. Вот сейчас с той стороны Алексей покажет. Ну, кстати, да, щели-то вообще прям практически и нету. Минимальные получается. Но мы прям ответственны. Ну, мы стараемся, да. Во. Вообще нет. Еще размер бревна такой получился на боковые стенки, на короткие. Прям вот максимально тяжелый для переноски. Вот. И максимально как бы колоритный, кайфовый для вот именно формата избового строения, так скажем. Уровень идеальный. Набрались мы опыта, немножко укладки. Работа пошла чуть-чуть побыстрее. Вот, есть тут кое-какие фишки. Просекли то, что сразу две стороны обрабатывать. Ходим к этой стене, уже заранее обтесали. Вот. Но опять же, все-таки бревна для такого совмещения очень кривоватые вот из-за сучков, поэтому процесс по-прежнему трудоемкий, но уже идет быстрее. Поэтому сейчас, я думаю, будет поинтересней и повеселей. Да. Тяжела и неказиста жизнь народного артиста. Погнали. И немного газелиста. Итак, вот весь увлекательный процесс в чем заключается. Видим бревно, смотрим неровности, в этой верхней плоскости. Вот она, раз. Правильно, здесь, Виталь? Да, вот здесь даже ровно уже. Там уже более-менее выведено, но вот здесь прям, да, вот она играет. Ну, тоже чуть-чуть можно убрать. Вот сучок меленький, но это уж совсем ерунда. Но получается основные вот этот убираем, да? Покажи сучок. Вот сучок и вот... И вот нет сучка, ну это понятно, да. Завожу шарманку и убираю, да? Да, вот, кстати, про шарманку сегодня она никак не желает нам помогать. Может из-за жары, может из-за того, что... Давайте, говорит, руками поработайте. Ну и крайний, да, вариант шарманчик. Далеко не профессионал. Вот. Поехали. А там посмотри, там видно что-нибудь, а то куда снимаешь? Ну вот, о чем мы речь. Пошла. О, шарманка. Ну чё вот? Не хочет шарманка сегодня нам помогать. Не, да, даже поработать не хочет. Наотрез отказывается. Ну, говорит, все, давай топором. Ну, Давай топором. Топором получается, конечно, вырезы не такие красивые, как с шарманкой. Да не, угол, я думаю, не стоит трогать. Нормально? Где еще? Да. Здесь? Все, здесь тоже топором не надо, оставляем. Ну да, я топором Сейчас следующее бревно подделаем. Так, ну вот в таком темпе Да, потихонечку осваиваем. Потом опять джут. Все по старой схеме. Хоп. Скобы экономим. Как выяснилось. Кстати, скобы заканчиваются. Да. Поэтому я не буду каждые 5 сантиметров калашматить. Совесть и скобы заканчиваются. Шарманчик там с топором балуется. Сейчас раз И топор в череп. Ну, Хорошей голове ничего не будет, а плохой нефиг жалеть. Да, да.
Алексей, Что-то, по-моему, ты тоже это видишь? ты, по-моему, перестарался с обработкой, и я в том числе. Здрасте. Это что, вент-канал, что ли, здесь уже сразу, да, вот А это, такой? наверное, под печку, да, мы это бревно оставляем? Да, это, Ну, по-моему, такое просто... тоже бывает, друзья. Еще одно бревно минус. Видимо, ему не надо здесь находиться. Ой, Ква-ква-ква, как говорится. бумс. Утиль. Шарманщик играет как умеет. Перфект. Это примерно вот так. Чтобы село. Ой, не. Ну, как вы видите, с каждым разом все хуже. Вот, поэтому сейчас попробуем его обработать. Возможно, тоже его придется дефектнуть, потому что вот эта дуга, с ней ничего не сделаешь, очень много снимать там. Да, шарманщик был пьян и фокус. Не удался. Да, сегодня никак. Могло быть и лучше. Аргументируйте, Алексей. Ну, блин. Ну, как это аргументировать? Сопли какие-то. Вот здесь джута много, 2 слоя почему-то. То есть везде, смотри, по одному слою накладывали, да, а здесь 2. Это уже сопли. Это компенсация уровня. Камеру ищет Алексея. Настроен на него новый у нас девайс. Вот он, Алексей. Спиливаем стойки. Ну и, конечно же, в этот момент пила говорит: давай не сегодня. Давай завтра спокойно приедем, будет, возможно, попрохладнее. Жара сегодня жесткая. Мы это сделали! И зачем его только с психушки выпустили? Заношу. Да. Ну, такой? Вообще просто перфектно. Все. Я закончил. Красава. Ставьте Ставьте лайки. подписывайтесь на канал. О, попачкались мы сегодня прилично. Не могу. Ой-ой-ой. Ну-ка. Получилось идеально по уровню, просто божественно. Да, только мха не хватает чуть-чуть. По высоте, но здесь отверстие.
образовалось, которое не так важно, как верхняя плоскость. И вот ее старым дедовским способом убираем. Чуть верни, сейчас запушу. Да. Тихо, пальцы. А, супер. Все вошло там? Ну-ка. Мало. Подожди, сейчас уберу. Стой. Давай. Смотрите, что он притащил, какой уровень сегодня. Но это не для того, чтобы, да, вымерять уровень нашей Вообще не постройки. для этого. Вот. Потом продемонстрируем. Кстати, тут прикол. С бензопилой выяснилось, что, оказывается, конкретно вот эта модель вообще любит 95-й. И смотрите, как она сразу стала заводиться. Вообще просто кайф, да? То есть надо было всего лишь бензин заменить. Ну, свеча тоже там черная. Ну, может, она сейчас отойдет. Тебя там не видно просто. Видно, я тут. Да нет, тебя не видно, там кто-то говорит в избушке. Короче, сегодня продолжаем. Задача добить эти две стены. В идеале в этом видео, в этой серии хотелось бы, конечно, еще и до крыши добраться, но не знаю, получится или нет, уже зависит от наших сил. Вообще я предложил Алексею сделать гараж для его Нивы. Просто мы уже проверили дорогу, сюда можно подъехать, но если еще денька два повозиться с валежником. Вот. И прямо она сюда шикарно помещается. Ну, по крайней мере, Но капот. высоты не хватает, видишь? Капот помещается. Ну чинить можно, да, капот загнал, что-то ковыряться там, да? Да, и капот будет под крышей, вот, как бы. Но он говорит, нет, все-таки будем избушку достраивать. Продолжайте смотреть это видео, сидя на диванах, с печенюшками, там, с кофейком, с чайком, с напитками покрепче. Погнали мы работать дальше. Фу-фу-фу. Обалдеть вообще. Че, он еще лишнего Воу. даже. Все лучше и лучше. Воу, вообще, да? Отойди, посмотри оттуда. Вообще. Вообще персик. Персик. Что, колотим персика? Какие-то бревна настолько ровные, что проще их даже топором чуть-чуть обтесать, лишнее убрать, чем заводить бензопилу. И тем более пила цепь не убирает, вот прям, ну, маленький такой, там 2-3 миллиметра срез, сделать ей тяжело. Всегда имейте с собой топор острый. И хорошего напарника Виталия, который елки сломает. Вообще стоит как новая. Ну ладно. Что, готово, все.
О, Magic. Вау. А? Вау. Perfect. Стал у нас вот такой вопрос. 3 стены мы собрали. Осталось 4-я. Там, когда мы начнем возводить, нам надо будет быть внутри и быть снаружи одновременно. И было принято решение на этом этапе все-таки делать дверь. Потому что иначе это будет крандец. Вот. Алексей заготовил 2 полудощечки. В народе называют его горбыль, когда с одной стороны обработано, с другой стороны круглая. Ну, наверняка вы все знаете. Так, ну что, поехали. Нам же главное что, просто проход. Зачем нам сейчас выводить прям вертикаль, так правильно? Вот об этом не подумали. Не, ну чем раньше мы сделаем, точнее, тем лучше. Но в любом случае, да, Ну, когда всё равно. дело дойдет до двери, вот, Все равно придется вертикаль выводить там уже по-нормальному. будет хорошая доска, Угу. вот, обычная плоская, и там этих проблем уже не будет. Ну и опять же, тут погрешность у нас от сантиметра до 3, это уже хорошо. До 3. Форест, лесное строительство оно подразумевает. Оп. Давай, Оп. давай. Красота. 4 стены готовы. Чем там 3 часа подготовки. Приезжали, сготовили бревна. Ну там сзади не считаем, часа 3 прям там вышло. Вот. И 2 целых дня где-то по 8 часов. По 8 часов. Вот, ушло на стены в первый день. Маленькие стены, плюс основные столбы, как это назвать, опорные. И уже сейчас закончили переднюю и заднюю стенки. Очень, конечно, тяжело подгонять. Бревна на первый вид кривые, кривые. Наоборот, ровные, кажется ровными, а по ровные, факту, а да. когда начинаешь выводить, то получается, что все не так гладко. Вот. Вы, наверное, спросите, зачем здесь вот в кадре пакетик. Здесь я собираю слепней. Слепни просто задолбали, если честно. Завелся животноводством и притащил домой черепаху. У вас наверняка у кого-то были, есть или будут такие питомцы. Сейчас вот определяемся с рационом питания. Я вот почему-то решил, что черепаха очень любит водное слепней с леса. Вот, собираю их потихонечку, потому что слепней немерено просто. И самое главное, они кусают, ну, сами знаете, когда вот у тебя заняты руки, ты не можешь его шлепнуть. Мы решили еще сейчас попробовать немножко, ну, одно бревно сделать на крышу. То есть крышу вывести уже, как настоящие избы делают. Вот эту вот чашу выпилить, пропил продольный. Посмотрим, что из этого получится. Для начала пойдемте найдем бревна. Получится однозначно. Вопрос, сколько сил и времени. И сколько времени, понимаешь, вот о чем речь. Потому что для кого-то это ежедневная работа, кто-то Ну мастер. да. И они сейчас сидят наверняка и смеются. Ой, боже, как можно все так криво делать. Но жители Сибири наверняка так и думают, потому что в основном там Сибиряки. таежные-то люди живут, да, которые избу сложить могут там за пару Мы дней. делаем это первый раз.
Ну а так, глядишь, в следующий раз и действительно захотим настоящую избу сложить. Сейчас вот чему-то научимся, какие-то навыки приобретем. И потом, глядишь, уже, да, действительно Рулетку. получится. Какая там изба, мы пилу завести не можем. Опять началось, да? Какая-то заморочь. Ты не думал, что бензин кончился? Вот думаю. А? Супер. Вау. Положили верхнее бревно. В принципе, сегодня мы поняли, как все это делается, и в следующий раз уже продолжим. Красотища. Для вас это займет буквально там 5 секунд, а мы сюда вернемся через пару дней, наверное. Все, сматываем удочки. И блесна. Третий рабочий день на нашем проекте. Приехали пораньше сегодня, время в 6 утра. Солнце уже, кстати, достаточно высоко. Ранний приезд это связано с тем, что у нас просто сумасшедшая жара сейчас стоит в области. Плюс 40 градусов, представляете? То есть в 12 часов здесь будет просто адище. Поэтому хотелось бы часов за 6-7 все это дело закончить сегодня и уже продолжить потом дальнейшие работы в более прохладную погоду. Задача довести крышу до вот этой вот центральной балки. Внутри будет расстояние от пола до потолка где-то 2,15, наверное. То есть там не только я помещусь своим ростом, а и еще какой-нибудь снежный человек даже может туда зайти и проводить время с комфортом. День чудесный, у нас жара в тени 40. На солнце, мне кажется, все 60. Сегодня было принято кардинальное решение начать в 5 утра. Кофе не было, пришлось начать в 6. Как вы заметили, друзья, с каждым разом все лучше и лучше. Уже пил занимает, сколько, наверное, минут 3, да, вместе с разметкой? Да, вообще быстро пошло. Вообще быстро. Вот. Просто Алексей очень большой неслушник, и он не сразу принимает то, что ему говоришь. Но, как говорится, 5 лет, а по-русски, забыл. Лесной университет. Университет лесного строительства. Вот. Университет лесного строительства, он не проходит бесследно, он остается в сердечке, и с каждым разом скорость, опыт и все вот это вот, как это сказать, производство наращивает обороты и увеличивает скорость. Вот. Поэтому сразу кладем мох, даже примерять не будем, мы абсолютно уверены, что подойдет безупречно. Ты прям так уверен? Очень неудобная позиция для забивания. Очень. Рука в натяжении. Плюс надо всю толщину бревна пройти гвоздем. И только в самом конце он начнет притягиваться. Уже рука, вот сейчас только это началось. О, как садится. И мох сыплется. Елочки тут наши. Двумя руками из последних сил. Алексей орудует молотком. Смотри, Садится держится. просто безупречно. Вроде держится. Видишь, немножко амплитудность какая-то есть, то есть чуть-чуть шатается. Но это уйдет за счет
верхнего бревна оно стянет, плюс крыша. Жесткости добавит, уже ничего шататься не будет. Ну и опять здесь в лесу таких ветров нет. Да? Чтобы как в мультике «Трех поросят» у нашего домика сдул крышу. Слушай, ну красиво. Если только вот это волчище. Не разломает. Да. Состояние аффекта не выйдет ни через ту дверь. Ну, мог ездить прям вместе с бревном. Хороший. Чуть-чуть прям сантиметр назад. Все. Подожди. Давай. О, переверни гвозди, загляни. Конечно. Пока как-то, да, не вызывает надежность вот это все. Все так ты давай, не расшатывай, не раскачивай лодку. Села. Ловкость рук и никакого мошенничества. Ну, в целом держится, да? Сейчас она разопрет, вообще жестко будет. Если сейчас окажется нужная глубина. То что? То снег пойдет? Такое может быть вообще. Да, на улице опять плюс 40. Под ручьем. Ждем снег. Еще чуть дать, наверное, да? Сейчас стенку поправь, чтобы было, потому что просит сейчас это вернуть ее туда чуть-чуть. Вперед чуть поддать надо, да? Не, а мне кажется, туда наоборот. Назад точно. Ну тогда оставляем. Коленочкой. Оп. Видишь, для чего людям нужны ноги, чтобы... Оп. Большая честь работать с вами. Я кофе не пил, кофе хочется. Поэтому, ребята, эту серию мы заканчиваем. Дорогие друзья, подписчики, зрители канала Лесной Строитель. Те, кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки Виталию. Лайки Виталию за его работу, за его профессиональное отношение к делу. Совместительство Винни. Да, и до скорой встречи в следующем видео. Пока. Крыши. Да, 2 лайка за крышу, 10 лайков Виталию. Виталию. Язык уже все. Завтрак лося. А это чей завтрак? У блогеров все идеально, поэтому я это вырежу, да. Все у нас ништяк. Которые прибиты, между прочим. А монтировка знаете где?
Знаете, кто сказал, нам монтировка не нужна? Так она же в машине. Насяльники сказал, насяльники. Да, давайте, друзья. Я не сделал. Продолжим.